Всем привет! Сегодня поделюсь с вами результатами своего эксперимента по работе с бахтормой кожаных изделий, а точнее по подбору средства, которое могло бы быть более устойчиво к воздействию влаги, пота и так далее. Периодически от подписчиков поступают вопросы о том, насколько покрытие, вот эта поверхность, заглаженная клеем КМЦ, насколько она устойчива к воздействию влаги. Значит, если мы поверхность кожи, бахторму, загладили клеем КМЦ, эта поверхность высохла, то она все равно остается уязвима и легко поддается намоканию, то есть попадает вода, и она сразу впитывается и в дальнейшем может подниматься ворс. Для того, чтобы немножко защитить изнанку, я после обработки клеем КМЦ наношу любую апритуру, кремообразную, жидкую. Апритура, в свою очередь, она создает такую незначительную защитную пленку, которая удерживает наш ворс в заглаженном положении, и при этом вот эти вот такие незначительные попадания влаги, как, допустим, капли, которые мы там можем сразу вытереть, вот, от этого апритура защищает. Если же изделие куда-то покласть, не знаю, в ведро с водой, естественно, любое покрытие, независимо от того, там, вы наносили или это с завода, оно будет поддаваться воздействию, длительному воздействию воды и будет повреждаться. Даже если это лаковое покрытие и оно от воды никак не пострадает, то кожа все равно через какие-то там маленькие поры, трещинки, она впитает в себя воду, и изделие после высыхания его погнет, покрутит, так что если вам нужны изделия, с которыми вы хотите плавать, то лучше их делать не из натуральной кожи. Теперь о сегодняшнем эксперименте. Значит, так как в основном я разрабатываю и изготавливаю разгрузочные ремни для фотографов, которые носятся там на верхней одежде, на рубашке, на футболке. Вот. Бывает такое, что в жаркую погоду из-за обильного потовыделения даже покрытая апритурой изнанка, она не выдерживает этого воздействия и повреждается покрытие, краска поднимается и окрашивает одежду. Какая мысль меня посетила? У наших изделий самая защищенная поверхность, которую создаем мы искусственно, это получается покрытие торцов. То есть краска для торцов, она создает такое пластиковое или там резиновое покрытие, устойчиво к механическим повреждениям и к воздействию той же влаги. И я подумал, почему бы не попробовать нанести подобное покрытие на нашу изнанку, потому что по структуре сами торцы и изнанка, они по сути одно и то же. Чтобы ничего нового не искать, решил попробовать использовать вот этот грунт от компании Finiche, грунт для торцов, который я использую очень часто в своих изделиях. Называется он R6250P. Он жидкий, я его перелил в такую баночку для удобства нанесения. Он жидкий и хорошо наносится. Для эксперимента взял такую тростишку, у меня есть, с необработанным ворсом. Для начала наносим клей КМЦ на нашу поверхность. То есть, как и во всех случаях, в основном я таким только образом бахторму и обрабатываю на своих изделиях. Уже есть несколько видео на канале. Так, клей нанесли, и дальше его нужно разгладить, заполировать. По подсказкам, по рекомендациям подписчиков купил себе вот такое вот стекло для полировки. Значит, в чем его преимущество перед теми шпательками, которыми я пользовался? Мы здесь делаем такие реверсные движения.
получается, если независимо от того, куда у нас лежит ворс, он все равно загладится. Ну и плюс поверхность разглаживается как бы быстрее. Шпателем мы сначала в одну сторону, потом переворачиваем там в другую. Здесь все делается немножко быстрее. Так, смотрите, поверхность стала гладкой. Теперь обязательно нужно дать ей хорошо высохнуть. Когда заготовка подсохла, можно видеть сухая поверхность, и она может впитывать уже влагу. Тогда наносим наше средство, в данном случае грунт для обработки торцов от компании Финичи. Наношу поролоном, если большие площадя, есть такие поролоновые кисточки. Наносим. Если кожа очень сильно впитывает, то нанесение, вот эту процедуру нанесения можно повторить пару раз. Вот. Так, чтобы эффект закрепился. Получаем вот такую вот поверхность и даем высохнуть. Там в зависимости от средств, которые вы используете, я думаю, минут 20-30 заготовка должна подсохнуть. Был занят, прошло около часа. Смотрите, что у нас получается. Средство частично впиталось в кожу, частично осталось на ее поверхности, создавая цельную, как бы, водоотталкивающую пленку. Как уже сказал, можно нанести еще один слой. Но для демонстрации, в принципе, этого достаточно. Теперь можем капнуть воды. Вот. И посмотреть, что кожа не чернеет и вода не впитывается. Чтобы не тратить время, 50 минут назад капнул вот здесь несколько капелек воды. Можно посмотреть. Это будет чехольчик для AirPods. Я их тоже внутри обрабатываю тем же средством. Вот. И вода как бы не впитывается. Можно еще капнуть вот здесь. Посмотреть, что точечка, она уже начинает как бы темнеть, и понемножку вода впитается. Это там, где не обработано. Для чистоты эксперимента еще окрашу часть нашей заготовки. Стирал воду, можно посмотреть. Вот здесь, где не обработано, есть потемнение и есть вот более явные точки, где капнул водой. Здесь как бы ничего на этой поверхности подобного не осталось. Вот так вот отделим кусочек нашей заготовки для окрашивания и нанесем краску. Краска Финичи для окрашивания торцов. Краска ложится неравномерно, видны полосы, по которым вел губку. В принципе, мне больше нравится, конечно, вариант не окрашенный, но если кому нужно, можно изнанку тоже таким вот образом окрашивать. Возможно, если краску немножко разбавить водой, она будет ложиться более равномерно. На этом все. Пишите в комментариях мысли по данному эксперименту. Если информация была полезной, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.